Ну что, все у нас получилось. Мы в эфире. Итак, Отлично. сегодня 21 марта, 21:00 и пятница. А раз пятница и 21:00, это значит традиционно практически каждую неделю мы в эфире с Сергеем Рачинским. Он как весткар приносит нам новые вести и рассказывает, что же произошло Как их интересного надо понимать? Да. за последнюю неделю. И как это надо понимать. Или нет, но мы оставим людям самим разбираться, как это понимать. Безусловно, Мы безусловно. просто излагаем новость. Что произошло за последнюю неделю. Ну что, Сергей, рассказывайте, что у нас там было важного, на что обратил внимание Вискар на этой неделе, о чем говорили мировые СМИ. Ну, кроме того, что хорошая новость, что по Энгельсу прилетело замечательно, там ракеты взрываются, Да, пробило горело там крышу, знатно, горит да. знатно. Но, значит, месяца 3 точно не будут летать тушки, не будут пускать по Киеву Х-101 и Х-59. То есть крылатых ракет нам месяца 3 точно не будет. Да, по каким-то слухам, там даже вроде бы поразили один из экипажей и самолет. Так что это, в общем, довольно серьезно. Но что Да, ну, интересно, я когда-то довольно давно, еще в начале войны, я высказывал какие-то свои соображения в Телеграме относительно того, как эффективно вести эту войну. И вот среди первых пунктов я писал, что надо, безусловно, в первую очередь взять в качестве цели это самолеты. Самолеты, которые вылетают с ракетами. То есть, ну вот к концу как бы третьего года, или вернее, да, то есть третий год, вот мы как бы овладели этой технологией, которая позволяет поражать эту всю нечисть. ну, не было до этого ракет дальнего действия, Да, тут уже да, это не появилось, так так что просто. То есть ну, было, теперь они будут летать из Оленьи, но из Оленьи они зато не смогут нести много ракет, потому что тогда не хватит керосина. да, И да. они же заправлялись. Ну, кстати, Ну, будем интересно, что за надеяться несколько дней до этого на эффект. была информация о том, что уводят самолеты из Энгельса, из этой Саваслейки и еще каких-то. То есть, когда появилась информация о Нептунах, они стали уводить самолет. Странно, Ну, что в их же там Энгельсе остался осталось самолет. буквально на счет. То есть их же не делают и делать уже никогда не будут. То есть вряд ли они смогут выпустить их. То есть их осталось буквально там считанные единицы, поэтому, естественно, скорее всего, они будут их где-то там консервировать. Относительно новостей, безусловно. Ну, что я не могу не сказать. Мы второй день живем уже при весеннем равноденствии, так сказать. То есть у нас день уже дольше, чем ночь, так что это очень позитивная новость. Когда-то у человечества, так сказать, весь образ жизни менялся в связи с этой датой. Она имела большое значение. Вот у нас весеннее равноденствие настало 20 марта в 11 утра по киевскому времени. Из-за новостей как бы политической сферы, которая у нас доминирует, как всегда, я, конечно, рад буду сообщить о том, что президент Трамп все-таки начал ликвидацию Министерства образования. Это, конечно, феноменальный результат, то есть вообще решение такое, и будем очень надеяться на то, что ему это удастся, потому что это очень важный сигнал вообще как бы всему миру, потому что, ну, американское образование, в общем-то, оно всегда котировалось достаточно высоко, хотя и подвергалось большой критике в последнее время. Но, скорее всего, ну, в основном за разнообразие подходов. То есть все-таки они как бы сохраняют вот этот стиль подходов к образованию. И он разный в разных штатах, в разных каких-то регионах. Вот. Но что делает Трамп? Трамп уничтожает централизованное федеральное министерство, то есть министерство в центральном правительстве. И, по его мнению, образование должно стать темой интереса штатов. То есть он как бы отдает вот эту всю тему на места, как у нас было принято в свое время говорить. То есть штаты будут сами определять вопросы приоритетов, там распределения бюджетов и так далее, и так далее. Э, По этой идее, вот по ликвидации министерства, можно будет проследить вообще жизнеспособна ли эта идея в Соединенных Штатах. Потому что, безусловно, сейчас мы начнем видеть сопротивление этому.
То есть Трамп, во-первых, должен, чтобы завершить эту процедуру, Трампу нужно провести ее через Конгресс. Вот, это первое. А второе, он сам говорил о том, что он хочет все-таки согласовать какие-то вещи с профсоюзом учителей. Это сложная будет задача, безусловно, поэтому посмотрим. Вот это как бы развитие этого процесса, оно нам многое покажет относительно способности к сопротивлению вот этого самого дипстейта, о котором в последнее время много говорят. Вот. Ну и о намерениях, о серьезности намерениях самого Трампа, то есть насколько он радикально настроен выполнить вот обещание. Он ликвидировать Министерство образования, он обещал и называл это одним из ключевых обещаний своей предвыборной программы. Если мы продолжим историю, значит, с Трампом, то тут надо обязательно упомянуть такую вещь, как возобновление вот разговоров о вот этом почти забытом соглашении о минеральных ресурсах Украины. Еще пару дней, ну, прошлый раз наш вот обзор, он очень активно вокруг этого, так сказать, мы эту тему активно обсуждали, там она была на слуху, и вокруг нее была практически скандальная такая атмосфера, а потом она как-то резко раз и заглохла, то есть исчезла вообще из повестки дня. И вот сейчас она вернулась, эта тема, и вернулась она довольно своеобразно. Значит, Трамп заявил о том, что, во-первых, он доволен как бы тем, как там идут дела, и вроде как этот договор уже был согласован, и его уже собирались подписывать. Но теперь все-таки в нем что-то там будут менять. И вот Трамп настроен на то, что внести туда какие-то важные изменения. Пока об этом ничего не известно, но одна тема, вот, она зазвучала. Это тема потенциального включения в этот договор атомных электростанций Украины. Началось все с того, что был разговор между президентами Зеленским и Трампом относительно того, что Америка может поучаствовать в восстановлении Запорожской атомной электростанции. Ну и как бы тут же сразу возникла тема, что а вообще-то было бы неплохо, если бы американцы взяли эту станцию как бы под свой патронат, что означало бы повышение уровня ее безопасности, ну и своего рода такая превентивная мера по защите этой станции от посягательств со стороны России. Вот. Зеленский как-то довольно неоднозначно вроде сказал, что мы про все станции, про все атомные не говорили, мы говорили только об этой, об одной Запорожской. И то только о инвестировании, то есть о том, что американцы дадут денег на восстановление. Но тем не менее в информационном пространстве эта тема зазвучала совсем иначе. Речь идет о том, что якобы американцы собираются вообще эту сферу, эту отрасль включить как составную часть вот этого договора. И таким образом американцы как бы вроде как претендуют на определенный контроль за атомными электростанциями Украины. Это, безусловно, очень сильно меняет расклад внутри страны, потому что мы не раз обращали внимание на то, что атомная энергетика – это такой карманный как бы способ зарабатывания украинской власти. То есть в Украине потребление электроэнергии существенно падает в последнее время, население сокращается, индустрия, промышленность находятся на мизерных уровнях развития. Бизнес, так сказать, далек от каких-то существенных показателей. То есть спрос на электроэнергию, безусловно, в Украине гораздо ниже, чем он был еще недавно. Если бы не вот эта военная агрессия, то, в принципе, у нас явно наблюдался бы избыток. Да он, я думаю, и наблюдается. Избыток производства электроэнергии над потреблением. Не будем забывать, что в Украине несколько ядерных реакторов мощнейших остались еще с советского времени. И такое количество электроэнергии в Украине не переварить. То есть у нас нет такого
Разве что учитывая, так сказать, потери, потому что потери в Украине всегда были огромными, потери энергии. Украина была лидером мировым, наверное, если, ну точно европейским, по энергопотреблению на единицу ВВП. То есть все, что мы тут производим совместными усилиями, исключительно дорого с точки зрения потребления электроэнергии. То есть расходование электроэнергии всегда было в приоритете у власти, потому что я когда-то напоминал слова одного из премьер-министров, Гончарука, если не ошибаюсь, который как-то в своем интервью проговорился, что да чем больше мы тратим энергии, тем выше наш ВВП. То есть, ну а так как ВВП это основной показатель, которым хвалится правительство, то ясно, что потеря электроэнергии для них это плюс, это как бы достижение. И вот теперь возникает как бы вопрос, а что будет теперь с атомными электростанциями? И здесь в этой связи меня, например, заинтересовало такое как бы направление этой темы. А как это все вяжется, например, со стремлением Украины попасть в Европейский Союз? Я уверен, что ЕС не предусматривает членство в Союзе страны, атомную энергетику которой контролируют Соединенные Штаты Америки. То есть здесь явно эти вещи несовместимы. То есть сегодня мы видим однозначно, что Европа и Соединенные Штаты, они не находят до конца общего языка по многим вопросам. И в области энергетики тоже. Американцы хотят, чтобы европейцы потребляли больше американских энергоносителей, американских ресурсов. Европейцы пытаются, наоборот, настаивать на некой автономии, некой самостоятельности, независимости и так далее, и так далее. И здесь вот мне кажется, что в какую-то логическую конструкцию совместить возможное потенциальное участие Соединенных Штатов в качестве игрока на рынке ядерной энергетики в Украине представляется очень-очень сомнительно. Тем более, что я уверен абсолютно, что вообще-то ставка вот на развитие атомной энергетики, она во многом связана с тем, что ЕС может быть основным потребителем. Учитывая, что Украине эта энергия не нужна, ЕС будет рад принять вот эти все мегаватты, которые производятся в Украине и будут производиться. Вот. И тут как бы есть определенная заинтересованность. Плюс, повторяю, наша власть традиционно на этом зарабатывает. Продается это все через посреднические офшорные компании. Деньги оседают где-то далеко. Напомню, например, что был довольно показательный случай в свое время, когда перед войной еще Украина делала такие экстренные закупки электроэнергии в Беларуси, если, может, помните. Батька Лукашенко с большой помпой, значит, сообщал о том, что он там отпускал какое-то количество энергии Украине, значит, в виде помощи. Ну, продавал. И вот тогда прозвучало в прессе, проскочило сообщение о том, что сделка между Белоруссией и Украиной проводилась через компанию, которая находится, если не ошибаюсь, в Дубае. То есть, следовательно, можно себе представить примерно, куда как бы уходят эти деньги энергетические. Относительно минеральных ресурсов тоже. То есть здесь все больше становится понятным, что эта тема, в общем-то, спекулятивна. То есть она не будет нести Украине каких-то существенных плюсов. То есть подпишет Зеленский этот договор с Трампом, не подпишет, по большому счету это ничего не меняет. Вот. Но сразу было понятно, что договор этот носит исключительно такой пиар, как бы политический оттенок. То есть Трампу нужно просто что-то показать в Америке, сказать, вот смотрите, я тут подписал, значит, и наши деньги как бы не пропадут, которые мы вложили в Украину, мы их вернем через эти вот все ценные минералы. Но что интересно, в это же самое время Трамп подписывает документы в США, в Белом доме, об интенсификации производства вот этих всех редкоземельных материалов, минералов, металлов, значит, у себя в Соединенных Штатах.
То есть они просто теперь будут больше уделять этому внимания. А после того, как крупные производители микросхем переносят производство в США, вот недавно было сообщение о том, что Intel будет делать крупное производство. Значит, с Тайваня переезжает крупная компания, которая значительную часть своего производства перевозит, значит, в Соединенные Штаты. Она основной поставщик чипов, особенно для искусственного интеллекта. Они будут этим всеми вопросами очень плотно заниматься. То есть они не будут ждать, пока правительство там что-то будет делать. Они будут заниматься этими вопросами самостоятельно. И уверен, что уже в ближайшее время мы узнаем много интересного на тему того, откуда они собираются добывать все вот эти критически важные элементы. Примером, вернее, как бы подтверждением этому является, например, вот политика крупных IT-компаний в вопросах энергетики. Мы об этом говорили в прошлый раз. Они взялись за атомную энергетику, не дожидаясь каких-то там, значит, грандиозных свершений со стороны правительства. Все крупные IT-компании, по сути, они готовы организовать своего рода консорциум, который будет заниматься развитием атомной энергетики. Вот как решает бизнес эти вопросы. Он не ждет, пока там правительство, политики до чего-то договорятся. Вот, они просто решают насущные проблемы самостоятельно. Так, я уверен, и будет и с этими редкоземельными металлами. Напрасно кто-то думает, что это останется темой правительственных интересов каких-то и так далее. Я думаю, что это никогда не перейдет в практическую сторону. То есть этим будет заниматься бизнес, и он будет заниматься вне зависимости от того, какие, где, кто подписывал договора. Если мы вернемся, значит, в Украину, то тут меня из новостей, в Украине много чего происходит в последнее время, то есть мы видим, что вот этот дух, так сказать, приближающегося перемирия, он как-то серьезно влияет на поведение и депутатов, и власти, и вот появились вот эти настроения, что якобы скоро выборы, оживилась как-то наша так называемая оппозиция. Вот, то есть, в общем, по мелочи как бы много чего происходит, но мы не будем останавливаться на этой суете политической. Трудно это назвать новостями, и вообще это вряд ли кого-то по большому счету может интересовать. Хотя, повторяю, вот все эти процессы, безусловно, оживляются. То есть связано это именно с тем, что приближается вот все-таки какой-то переломный момент в войне, то есть если не мир, то перемирие. Вот. И, безусловно, это будет иметь политические и экономические последствия. Но из новостей, из потока новостного меня заинтересовала новость, связанная с опросом общественного мнения. Значит, один из ведущих институтов социологических сделал опрос, в котором речь шла о том, как украинцы готовы поддержать нейтральный, безблоковый, значит, безъядерный статус Украины. Как известно, по слухам, так сказать, которые доносятся из верхних кабинетов, из верхнего интернета в нижний, вот, значит, по слухам, эта тема так или иначе будет там фигурировать в переговорах. То есть Украине светит без нейтральный, скажем так, статус. Вот, то есть НАТО нас уже окончательно не берут, больше нас брать как бы особенно некуда, поэтому, в общем, получается, что нейтральный статус – это наше будущее. И вот социологический опрос показал, что лишь 22% отвечавших готовы поддержать вот этот нейтральный статус. 56% не согласны с таким состоянием дел, то есть они по-прежнему верят вот в это НАТО, то есть в этот путь в НАТО. Что интересно, распределение голосов и реакции, так сказать, опрошенных по регионам довольно показательный. На Западе лишь 8% готовы согласиться с нейтральным статусом, а на юге, например, 33%.
То есть существенно разная ситуация. И вот тут возникает вопрос. Еще раз, мы можем еще раз эту тему затронуть, мы ее уже тоже, повторяю, не раз затрагивали, о том, какого содержания подобного рода опросов по критически важным темам, так сказать. То есть очевидно, что когда вопрос, который задают людям, является таким остро политически окрашенным, который является темой дискуссий каких-то, значит, даже страстей, скажем так, не будем этого скрывать, то, безусловно, человек, которого спрашивают, он, безусловно, будет говорить вам не то, что он думает, а то, что он считает, вы хотите от него услышать. То есть, конечно, украинец прекрасно знает правильный ответ. То есть, если его спросят, ты поддерживаешь нейтральный статус, конечно, он должен ответить нет, я за НАТО. И, в общем, большинство людей так и говорит. Но даже с учетом этого, 22% готовых поддержать нейтральный статус – это довольно много. Потому что, повторю, украинцы сегодня, мы все живем в тотальном, так сказать, пропагандистском вот этом эхе, в котором нет альтернативы. То есть все, что нам преподносит пропаганда, заточено на абсолютную, так сказать, абсолютно единственно возможный вариант. Только НАТО и ничего кроме НАТО. Более того, нам постоянно напоминают, что НАТО записано в Конституции, а раз так, то как бы другого пути нет. Хотя при более абсурдного, так сказать, более абсурдной ситуации трудно себе представить. Даже формулировки этого опроса выглядят тенденциозно. То есть я обратил внимание на то, что людей спрашивают о том, поддерживают ли они членство. Вот когда речь заходит о НАТО, или вообще пишут где-то вот в медиа, обратите внимание, что поддерживаете ли вы членство, или там обсуждается вопрос членства. Никакого членства нет, и близко, так сказать, до него даже нет намека на какое-то членство. Есть потенциальная попытка присоединения, то есть или там вступления, назовите это как хотите. Но сама вот эта замена темы с продвижением понятия членства уже деформирует реальность. Якобы какое-то членство Украины вообще существует или может существовать. Нет, речь идет об очень-очень отдаленной перспективе и очень условной перспективе, которая последние дни окончательно растаяла. Да и жила она, в общем, исключительно только силами пропаганды. Вот даже несмотря на все вот эти манипуляции, значительное количество украинцев, в принципе, сохраняет определенную трезвость. Трезвость мышления. И, в общем, я думаю, что, повторяю, если учесть вот этот фактор того, что люди говорят то, что от вас хотят услышать, вот, то можно сказать, что, в общем-то, я думаю, что вот этот вот, вот этот какой-то налет вот этой НАТО, он уже преодолен. То есть мы все больше понимаем, что это был миф, что это была сказка, и эта сказка рассеялась, то есть развеялась. Последние буквально минуты перед нашим обзором я обратил внимание на новость. Я ее, не знаю, то ли я ее пропустил, то ли она действительно недавно буквально появилась. Путин издал декрет, приказывающий, значит, или там распоряжение какое-то, приказывающий украинцам, живущим на оккупированных территориях, определиться как бы со своим статусом. То есть или получить украинский паспорт, русский паспорт, или уезжать, то есть выехать. Причем это все должно произойти до сентября. Это довольно интересный поворот событий, потому что люди, которые остались на этой территории, они в принципе, я так понимаю, те, кто мог уехать, они уже уехали. Большое количество людей с этих территорий перебрались вглубь куда-то России, то есть туда, где безопасно просто,
даже если у них не было особенно выбора, куда двигаться. Не так-то просто куда-то переехать, когда вокруг стреляют и война. Поэтому, в общем-то, это довольно своеобразный такой и очень интересный, мне кажется, сигнал к тому, что допускается все-таки возможность вот определенного переформатирования населения на этих территориях. И здесь, конечно, можно было бы ожидать какой-то организованной кампании от украинского правительства по тому, чтобы помочь этим людям переехать, если уж они, так сказать, решили не оставаться и не хотят принимать российское гражданство. Но пока на эту тему как бы еще нет никакой информации, но я могу себе представить, как сложно сегодня человеку, оказавшемуся вот на этих оккупированных территориях, принять какое-то более-менее взвешенное решение. Например, вот опять же, буквально накануне я обнаружил, не знаю, может это слух, но говорят о том, что якобы в парламент подан законопроект, который теперь позволяет полиции разгонять акции протеста огнестрельным оружием и использованием беспилотников. То есть, как бы никаких ограничений нет. Я так понимаю, что, в общем, у них и были какие-то определенные возможности в этом смысле. Но раз теперь зашла речь о специальном законе на эту тему, то, наверное, ну, как бы власть развязывает себе руки. То есть, если украинцы вздумают организовать какой-нибудь очередной Майдан, то власть предупреждает, что никто никого не будет щадить. И вот в этой ситуации, допустим, понимая вот эту перспективу, думать человеку, который оказался волею судьбы на оккупированной территории, возвращаться ли ему в Украину или нет, будет довольно сложно. Более того, вот недавно вышел такой довольно забавный рейтинг внешне как бы о уровне счастья населения в разных странах. Есть регулярный ежегодный опрос, когда людей спрашивают, как они чувствуют себя в своей жизни, достаточно ли они счастливы. Там традиционно как бы побеждают страны Балтики, страны, значит, скандинавские страны, включая вместе с Финляндией. По-моему, Финляндия даже на первом месте. То есть, точнее сказать, что это Nordic, так называемый Nordic countries. Вот. Причем, что интересно, это, как правило, страны с самым высоким уровнем самоубийств и потреблению амфетаминов и всяких прочих, значит, тяжелых, так сказать, лекарственных препаратов. Но, тем не менее, там большинство людей говорит о том, что они довольны своей жизнью и как бы чувствуют себя вполне нормально. Так вот, Украина по этому рейтингу занимает там 111, если не ошибаюсь, место среди самых отсталых стран Африки. То есть там, где о счастье вообще речи быть не может. Многие, конечно, скажут, ну а какое счастье, у нас война. Да, дело в том, что там критерии вот эти, они определяются по разным темам. И там среди одна ключевая, как мне кажется, тема этого опроса звучит так: чувствуете ли вы себя свободным человеком? И вот здесь, мне кажется, кроется как бы очень серьезная угроза того. По этому показателю, кстати, отдельно по этому вопросу, Украина еще в более тяжелом состоянии, 126 место, то есть это практически там где-то недалеко от Афганистана. То есть мне кажется, что здесь не надо переоценивать значение войны. То есть украинцы все-таки страдают, прямо непосредственно страдают от нехватки свобод, гражданских свобод, как бы там вы их ни называли. Нам, либертарианцам, ближе понятие права. То есть человек чувствует себя бесправным абсолютно в Украине. И это определяет во многом его самочувствие, его ощущения и его, так сказать, стремления. И вот когда мы это все вместе собираем, то мы понимаем, что Украина катастрофически теряет привлекательность как страна, куда хочется вернуться.
Ведь возвращаться призывают не только тех, кто на оккупированной территории, возвращаться призывают и тех, кто уехал в Европу. И понятно, что при всех тех сложностях и неоднозначностях, которые в Европе имеют место, украинцы все больше, по-моему, склоняются к мысли, что возврат для них, скорее всего, невозможен. И здесь мы понимаем, что это прямая заслуга власти. То есть за все это время мы не видели от власти, от украинского правительства, от украинской администрации президента ни одного шага навстречу людям. То есть ни одной попытки каким-то образом добавить какого-то оптимизма. То есть идет тотальное сплошное закручивание гаек. Повышаются налоги, усиливается регулирование, растут запреты. Власть все более агрессивно настроена по отношению к людям. Невзирая на однозначное отношение украинцев к мобилизации, все эти вещи продолжают быть вызывающе абсурдными. То есть, я думаю, ни для кого нет секрета, что мобилизация вот в тех формах, в которых она проводится, она не помогает фронту, она не помогает армии. Эти люди бесполезны, они тратят ресурсы, ценные ресурсы, которых у нас нет. Оружие, время, оборудование, так сказать, провиант и все прочее. Оказывается, у людей, которые не собираются воевать, не собираются использовать это все по прямому назначению. То есть, а это только ухудшает ситуацию. Плюс добавок возьмите этот раскол, жуткий раскол в обществе. Он ведь никуда не девается, он только усиливается. И это очень печально. В ситуации, когда идет война, обычно предполагается, что общество сплачивается, то есть как-то люди объединяются вокруг единой цели. Но наше государство делает все для того, чтобы расколоть украинцев на какие-то отдельные группки, отдельные фракции, отдельные страты, которые, причем их потом еще и сталкивают друг с другом, стравливают искусственно созданными всякими кампаниями пропагандистскими и так далее. Это особенно печально, так сказать, наблюдать, потому что ситуация в Европе, на которую вроде как сделана была ставка, она тоже выглядит крайне непривлекательно в последнее время. Посмотрите, как выглядел вот вояж президента Зеленского по Европе в последнее время. Он из Вашингтона тогда, где состоялась та самая пресловутая скандальная беседа в овальном кабинете, он поехал в Европу как бы с определенными надеждами. И нам это так подавалось, что да ладно, там тот Трамп, значит, с его Америкой. Европейцы нам помогут. Заграница нам поможет. Вот эта заграница, похоже, не собирается помочь, и не потому, что они там какие-то вредные, а потому, что у них просто нет никакой возможности это сделать. Посмотрите, что происходит. Макрон, значит, пообещал, что он серьезно займется миротворческой миссией. То есть, что якобы он и британцы серьезно займутся созданием вот некоего, значит, контингента, который может оказаться на территории Украины и помочь, так сказать, вроде как успокоить возможные, значит, проблемы с безопасностью. Причем, что интересно, они должны были появиться здесь уже после того, как бы наступал мир. То есть они не собирались быть разделяющей силой между сторонами, а быть где-то там в тылу. Закончилось это тем, что эта идея умерла, потому что оказалось, что, собственно, ни Британии, ни Франции особенно некого послать. Теперь Макрон рассматривает, значит, уже это как миротворческую миссию, но уже ООН. То есть теперь он вроде как рассматривает введение в Украину контингента под вывеской ООН. И таким образом, значит, помочь перемирию.
Но вот что интересно, буквально сразу мы видим реакцию Украины. Украинская власть заявляет, что она не видит миротворцев ООН как альтернативу этому иностранному именно контингенту. То есть это разброд и шатание. То есть это просто Европа занимается просто каким-то, значит, заполнением эфира, пространства информационного, спонтанными какими-то случайными заявлениями. Теперь Макрон объявил о том, что он будет проводить саммит мира в Украине. Значит, он произойдет в Париже, и там должен быть Зеленский. Это очень, так сказать, напоминает нам совсем еще недавние усилия самого Зеленского по организации саммита мира, который закончился абсолютно ничем. Не будем говорить слово «провал». При этом накануне европейцы отчаянно пытались договориться об увеличении помощи Украине. То есть они сейчас вроде как находятся на отметке 20 миллиардов евро в год. Они хотели повысить эту сумму до 40. Эти разговоры провалились. Провалились и другие инициативы. Там звучали разные форматы. Значит, они все время предлагают какие-то новые идеи, и эти идеи проваливаются. Потому что в Европейском Союзе нет вот этого единства, о котором нам столько много говорили. То есть давно нет. Причем война, она способствует тому, что страны блока, они начинают работать как бы в первую очередь в своих интересах. А они очень разные, потому что есть страны, которые находятся ближе к войне, есть страны, которые находятся дальше от войны, и, безусловно, ожидать от них какой-то единой реакции просто наивно. Вот самая свежая информация из ЕС, которая поступила, звучит следующим образом. В ЕС решили не двигаться в сторону конфискации вот этих русских замороженных активов. Помните, все эти 3 года нам рассказывали о том, что вот-вот, значит, будет придумано. Они честно говорили, это сложно, значит, там есть проблемы, есть юридические вопросы, но мы работаем над этим вопросом, и, значит, есть все основания ожидать, что эти деньги будут потрачены на Украину, на восстановление Украины. Значит, как и в случае с НАТО, значит, здесь тоже отказ. Эти деньги останутся в Европе, вот. И я подозреваю, что по вполне очевидной причине. Европейцам нужны козыри, как бы карты, как теперь принято говорить у Трампа, для переговоров с Россией. Им предстоят тяжелые переговоры с Россией по некоему урегулированию своих отношений. И там вот эти замороженные активы, безусловно, будут одним из важнейших факторов. То есть ими можно шантажировать Россию, безусловно. Можно требовать от России каких-то уступок в пользу Украины, выделения каких-то денег Украине, значит, с целью получения вот этих замороженных активов и так далее. Тут сценариев множество, и они не ограничены. Но я думаю, что все это очень-очень как бы проблематично. То есть чем это все закончится, мы не знаем. И тут я хотел бы перейти как бы к новости, которая, мне кажется, должна быть приоритетной. Ну, по крайней мере, я ее рассматриваю как приоритетную новость этой недели. Это вещи, которые происходили в Германии. Причем они в который раз показывают нам, что ЕС это Германия и все остальные. То есть там нет вот этой вот единой как бы структуры, единого организма, которым ЕС так славится и как бы в своих учредительных документах и пропагандистских материалах. О чем идет речь? В Германии произошли серьезнейшие изменения как бы в бюджетной политике. Обозреватели говорят, что такие изменения последний раз были только когда Германия объединилась. То есть когда воссоединились 2 Германии после присоединения ГДР. Вот только тогда были подобного рода как бы катаклизмы. И вот сейчас происходит вот эта серьезнейшая трансформация бюджетной политики. И связана она с тем, что Германия вплотную занялась реализацией плана по вот тому самому перевооружению и, значит, реконструкции инфраструктуры.
Значит, о чем идет речь? Европейский Союз имеет свои планы по перевооружению, и они недавно были озвучены. И эти планы, они пока что погрязли в бесконечных переговорах. Есть очень много точек зрения, не все готовы как бы действовать по тем планам, которые были предложены. Многие вещи еще только прорабатываются. То есть Европейский Союз, он как бы взял курс на перевооружение и инвестирование больших денег в оборону. Там шла речь о 800 миллиардах евро. И, значит, Урсула фон дер Ляйен, она это все дело, значит, изложила в соответствующей речи. Проходит буквально короткий промежуток времени, и Германия занимается тем, о чем, собственно, шла речь, но только самостоятельно. То есть они теперь забыли обо всех европейцах и у себя внутри проводят ту же самую схему. Они меняют конституционные положения, серьезнейшие конституционные положения, которые называются у них кредитным тормозом. То есть в свое время, в 2009 году, после кризиса 2008, Ангела Меркель, значит, провела вот это вот решение, которое было утверждено в виде вот конституционного закона, о том, что Германия ограничивает возможности займов, то есть долги государства и расходы государства соответствующим образом ограничиваются некими пределами. И вот сейчас было принято решение Бундестагом, а сегодня поступило сообщение, что и Верхняя палата парламента утвердила это. То есть этот тормоз снят. Все, теперь Германия может занимать и тратить столько, сколько политики считают нужным. О чем идет речь? Речь идет о том, что они хотят потратить на перевооружение, на, так сказать, восстановление вот военной промышленности и инфраструктуры, это отдельно оговаривается, суммы в размере порядка 500 миллиардов евро. Значит, денег этих, безусловно, нет. То есть Германия находится в состоянии стагнации экономика уже не первый год. 5 лет она не растет, в принципе, так сказать, практически не растет. Вот, то есть в этой ситуации деньги возможно получить только путем займов. То есть государство выходит на рынок, так сказать, обязательств кредитных и занимает деньги. Это уже вызвало определенное движение на рынках, значит, на фондовом рынке, на рынке активов там и так далее. Вот. Но здесь важно обратить внимание, как мне кажется, на то, как этот ход был проведен. То есть я должен остановиться несколько детальнее вот на том, в какой ситуации это все происходит. В Германии недавно прошли выборы, и там серьезно изменилась конфигурация сил в парламенте. Я думаю, все в курсе, что там серьезного успеха достигли крайне правые и крайне левые. А, например, зеленые потеряли существенно в голосах, а некая партия свободных демократов, если не ошибаюсь, она вообще вылетела. Хотя сейчас она является частью коалиции. То есть произошла серьезная перестройка политическая. И это означает, что новый канцлер в ближайшее время столкнулся бы с совершенно новой конфигурацией сил в парламенте. То есть новая коалиция и новое правительство, они собираются игнорировать вот этих крайне правых и крайне левых и создать коалицию без них. Но там уже не будет зеленых. В нынешней же коалиции зеленые есть. И вот именно пользуясь тем, что сейчас вот эта старая коалиция, так сказать, настроена действовать единым образом, и учитывать голоса правых и левых нет необходимости, их в старом парламенте гораздо меньше, чем будет. Правительство и как бы канцлер Шольц и новый канцлер Мерц, они решили провернуть вот это все голосование именно со старым составом парламента.
То есть касаться это все будет уже нового парламента, уже нового правительства. Они поставили новое правительство перед фактом, а голосование провели еще со старым, которому осталось действовать буквально там считанные дни. То есть они таким образом избежали ситуации, когда правая альтернатива для Германии и левая партия, они, имея блокирующий пакет голосов, у них достаточно голосов вместе для того, чтобы заблокировать конституционные подобные трансформации. Вот они избежали этой угрозы, что эти партии могут остановить этот процесс, лишить возможности правительства провести вот эту вот трансформацию. И таким образом они сделали это с старым составом парламента. Почему это выглядит, чисто политической махинацией, мне кажется? Потому что здесь явно проигнорирован выбор немцев. Немцы проголосовали 23 февраля, если не ошибаюсь, они голосовали на выборах, и они четко дали понять, кому они, так сказать, хотят поручить представительство своих интересов, если следовать вот этой политической доктрине. Зеленые потеряли голоса, потеряли влияние. Немцы отказали зеленым в их порядке, в их повестке вообще, вот во всей этой вот зеленой повестке дня. Но сейчас, вот в этом текущем голосовании, зеленые принимали участие, и их голоса были посчитаны. То есть фактически потеряв влияние, потеряв поддержку населения, эта партия по-прежнему определяет сейчас, по сути, курс на ближайшие 10 лет. Примерно так выглядит вот эта программа перевооружения и инвестирования в инфраструктуру. Причем более того, зеленые, пользуясь тем, что без их голосов ничего невозможно в нынешней конфигурации, сумели выторговать 100 миллиардов евро на те же свои зеленые проекты, которые потерпели полный провал. То есть они именно из-за них потеряли голоса. То есть именно из-за них немцы не голосовали за зеленых. Так вот, несмотря на это, полностью, в полном, так сказать, противоречии с желаниями избирателей, Зеленая партия выторговала в этом пакете 100 миллиардов на ограничение выбросов, на борьбу за более качественный климат, и там, значит, что-то еще по мелочи. То есть, другими словами, это вопиющий просто пример политической махинации. То есть такого, вряд ли не то, что Европа, а, наверное, в мире трудно вспомнить, чтобы такой был применен трюк с целью того, чтобы политики достигли тех целей, которые они хотят, вопреки желанию избирателей. Таким образом, что мы видим? Германия получила благодаря этому закону, снятию, ликвидации вот этого ограничения на расходы и займы, соответственно. Германия получила возможность инвестировать колоссальные деньги в индустриализацию, связанную с военным производством, и в инфраструктурные проекты. Дело в том, что в Германии уже много лет недостаточно денег тратится на вот ту самую инфраструктуру. Там ситуация в некоторых местах напоминает очень украинскую. Падают мосты, которые устают, требуют ремонта дороги, железные дороги страдают и так далее, и так далее. То есть там множество проблем накопилось за последнее время. Потому что государство тратило деньги куда попало, но только не на то, что, собственно, нужно. Германия отчаянно поддерживала вот эти все, значит, зеленые и прочие абсурдные повестки. И вот сейчас в условиях, когда экономика находится в кризисе, политики получили таким образом в свои руки инструмент, который позволит им мобилизовать достаточно много денег и как бы залить эти деньги в экономику. То есть, помните, не так давно
Марио Драги, бывший премьер-министр Италии, потом глава Центробанка Европейского, он представил обширный отчет о состоянии экономики Европы. И там был очень тревожный вывод, что если чего-то не менять, то дела будут очень-очень плохи. И вот что интересно, в такой ситуации у правительства, как всегда, есть два выхода. Первый – либерализация, ну то есть освободить рынок. А немцы просят, бизнес, компании, значит, банки давно просят правительство: ослабьте регулирование. Вы достали своим вот этим, значит, вмешательством. Один путь – либерализация. И второй путь – это заливание денег. И вот они, похоже, четко и ясно дали понять, что они выбирают этот второй путь. Второй путь – это путь к еще более серьезному кризису, но только в отдаленной перспективе. Потому что всегда наступит вот это вот отрезвление, то есть после этих денег. Будут проценты, которые надо возвращать. Будет деформация инвестирования. Ведь в такой ситуации, когда государство вливает деньги в экономику, инвесторы теряют ориентиры. То есть они уже не получают сигналы с рынка, они получают сигналы от деформированной картины. Эта деформированная картина, она деформирована вот этими деньгами, действиями государства. В такой ситуации инвестор начинает вкладывать деньги не туда, куда надо вкладывать, а туда, куда надо, не вкладывает. В итоге проходит какое-то время, и он обнаруживает себя у разбитого корыта. То есть он обнаруживает, что его деньги, он теряет деньги, не понимая расклад сил на рынке, расклад приоритетов, расклад спроса и предложения и так далее. Почему это происходит, повторяю? Потому что государство, вливая огромные деньги в экономику, полностью деформирует систему обратной связи. И вот Германия сейчас стоит на пороге вот этого. То есть, будучи в кризисном состоянии, они получили возможность еще больше углубить этот кризис, доведя его до абсурда. Что интересно, эти действия немцев у себя дома уже вызвали в Европейском Союзе серьезную реакцию, очень отрицательную. То есть партнеры по ЕС, они не понимают, почему Германия позволяет себе такие вещи, запрещая всем другим. Им же запрещено занимать, тратить больше, чем определенные. Там у них у всех есть некие нормативы. В Европейском Союзе есть же политика, специальная политика по ограничению долгов, расходов и так далее. И вот многие страны, хотя они, может, и не придерживаются этой политики, но они там даже штрафы платят, там, значит, им морочат голову, там полоскают, значит, мозги регулярно за то, что они там нарушают, значит, что-то. А немцы сейчас решили, что мы можем, вот мы хотим, мы меняем все. Они забыли про все эти европейские, значит, ограничения. Брюссель сейчас явно пребывает в шоке от всего этого. То есть Германия, 1/3 всей европейской экономики, занимается совершенно самостоятельной политикой. Сами решают, что они там будут делать. Видим ли мы перед собой образец союза или блока? Нет, конечно. То есть это все трещит по швам и превращается в фикцию. Но тут есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание. А как эти политики объясняют населению, почему нужно делать это? То есть это же надо тоже как-то объяснить. То есть нужно как-то продать избирателям то, что они действуют вопреки, по сути, воле людей. Они объясняют это очень просто. А вот смотрите, Путин воюет в Украине. Вот Путин, он нам грозит войной. И значит, если мы не будем делать экстренных вещей, то завтра, значит, как бы путинский солдат будет маршировать уже, значит, по Берлину. Вот вам, пожалуйста, как политики в Европе используют войну. То есть, как они используют эту войну в своих целях. При этом прекрасно понимая, что никакой Путин никуда, конечно, в Европу не полезет. Потому что, во-первых, у него нет ни сил, ни возможностей. Да и во-вторых, он тупо зависит от европейских денег. То есть он не может позволить себе никак обидеть НАТО, Европу, потому что без этих европейских денег ему хана.
Но европейские политики используют вот эту вот старую модель партнерства Европы и в первую очередь Германии и России, которая осталась им еще со времен Советского Союза от холодной войны. Вот у нас есть враг этот Россия, и он, значит, нам угрожает. А раз он нам угрожает, значит, нам надо перевооружаться, значит, нам надо позволить тратить деньги налево и направо, так, как мы считаем нужным. И то, что вы там голосуете за тех, а не за тех, не имеет никакого значения. В общем, вот эта вся неразбериха, это вся как бы политическая махинация беспрецедентных масштабов абсолютно. То есть ее последствия, они только-только начинаются, и мы еще увидим, чем это все кончится, потому что в самом Бундестаге уже звучат голоса, что, ребята, одумайтесь, вы же оставляете весь этот бардак своим наследникам, то вы-то уходите, а этим расхлебывать придется. Это первое. Второе, им платить придется по всем этим долгам, по эти проценты и так далее. И им придется получать результаты вот этого мисс-менеджмента, так сказать, этих ложных инвестиций, которые неизбежны на рынке, когда в него вмешивается государство. То есть весь этот пакет негативных последствий, он остается впереди, будущему поколению, другими словами. И все это делается, и все это возможно благодаря спекуляции на войне, которую Путин ведет в Украине. Вот зачем она им нужна, эта война. Вот почему Европейский Союз не спешит с всеми вот этими санкциями там и так далее. Он-то их применяет, но эти санкции все прекрасно знают, какого рода. Вот почему Европа по-прежнему платит Путину кучу денег. То есть постоянно подспудно там где-то с заднего крыльца, покупая, значит, все его товары там по возможности, нефть, газ и так далее. И вот откуда вот это вот двурушничество, так сказать, европейское. То есть они обнимают Зеленского и клянутся ему в помощи и вере, и в поддержке, а в это время они отчаянно поддерживают Путина, потому что эта война им нужна для того, чтобы вот эти вещи можно было реализовать у себя внутри, так сказать, своей вот этой политической системы. То есть вот что мы получили. То есть когда часто люди говорят, а почему вот, мол, политикам война выгодна? Вот вам пример того, почему политикам война выгодна. То есть Европейский Союз, отойдя вот от шока первых дней войны, начал решать свои внутренние проблемы. А теперь мы видим, что это не только Европейский Союз, это отдельные страны Европейского Союза, в первую очередь Германия, которая там задает тон. Она начала просто решать свои проблемы, пользуясь тем, что можно спекулировать на войне. Пользуясь тем, что можно, значит, сказать, ну вот как же, смотрите, вот гигантский Путин, значит, русский медведь, вот он лезет вооруженный весь до зубов. При этом, что интересно, то есть и НАТО, и руководство НАТО, и многие эксперты военные европейские за последнее время делали десятки заявлений, что мы не рассматриваем Россию как угрозу, что у России нет ресурсов для того, чтобы нам угрожать, что при всех тех проблемах, которые есть в Европейском Союзе, они способны дать адекватный ответ на любую попытку агрессии. Есть ядерный потенциал у Франции, у Британии. Есть, в конце концов, итальянские, испанские и другие войска, которые, как ни странно, в достаточно приличном состоянии и количестве. То есть все они могут вместе быть достаточно серьезной силой. И тут, конечно, надо учитывать Трампа. Трамп при всем своем словоблудии вот этом последнего времени, он успел уже несколько раз четко и ясно заявить, что он не позволит ни малейшей попытки агрессивных действий против любой страны НАТО. То есть он при всем том, что он от них там требует, что он, значит, грозит им выйти и так далее, он говорит, нет, Америка остается. Она остается в НАТО, она будет партнером, она будет следить за тем, чтобы никто не пострадал. И вот в этой ситуации, несмотря на все эти заявления, несмотря на объективную картину, потому что украинская армия все-таки, она серьезно потрепала россиян, русскую армию, серьезно.
Никогда она не терпела таких потерь. Русские потеряли практически все вот это советское железо, на которое у них были ставки. Их собственная промышленность пускает пузыри. Сегодня им хронически не хватает денег и так далее. То есть в этой ситуации им не до агрессии, им не до войны. Но тем не менее европейские политики прекрасно паразитируют на вот этой теме и спекулируют военной темой для того, чтобы решать просто-напросто свои проблемы. А закончить сегодня я просто хочу маленьким замечанием, касающимся европейской политики в отношении Украины. Ни слов, ни обещаний, ни там каких-то, значит, увещеваний, а просто конкретные решения. Так вот, они заключаются в том, что Европейская комиссия сейчас рассматривает вопрос резкого сокращения импорта украинского сахара. То есть за последнее время украинского сахара в Европе стало столько, что он просто уже как бы рушит ценовую всю эту систему. А это означает, что европейским фермерам, которые живут на постоянном подсосе, так сказать, от правительства, правительство в Европе десятилетиями платит фермерам за то, чтобы они не производили продукцию, а не за то, чтобы они производили, за сокращение. То есть таким образом эти искусственно приподнятые цены, они обваливаются. Так вот, мало того, что комиссар по сельскохозяйственным вопросам Хансен, он заявил, что как только мы решим с сахаром, я сразу занимаюсь зерном. Ну, а это, по сути, удар под дых. То есть это лишение серьезнейшего канала поступления валюты в Украину и вообще как бы основы вот того экономического партнерства, которое сегодня еще существует. И вот отсюда мы видим тоже странное следствие. Получается, что пока идет война, Украина выигрывает в экономическом, так сказать, плане. То есть они продают что-то в Европу, получают деньги и могут дальше это делать. Стоит только остановить войну и объявить мир, как тут же мы начинаем проигрывать по ключевым своим экономическим направлениям. Вот как выглядит вот эта вот ситуация, когда политики не в состоянии сделать конкретный выбор. Мы за мир или мы за войну? Вот это большая ошибка людей, обывателя, который смотрит на политиков, смотрит на текущие новости и рассчитывает, что политик, он должен определиться, он должен сказать. Вот все говорят, что там скажет Путин? Он за перемирие или он против перемирия? Да он ни за то и ни за другое, потому что ему оба варианта губительны. И мы видим, что это касается и всех остальных участников процесса. То есть та же украинская власть тоже не может остановиться, потому что для них и война невозможна, и без войны они не знают, как жить теперь. Потому что рухнет вот все то, что подперто вот этими костылями с помощью западной помощи. По сути, остался один, так сказать, ковбой Трамп, которому вроде как действительно мир на руку. То есть он хочет просто, так сказать, прославиться в качестве миротворца, и вот это его как бы интересует больше всего. Но тут это объясняется все-таки его, так сказать, отдаленностью от театра боевых действий. А все те, кто находятся здесь рядом, они все оказываются вот на этом, так сказать, жутком разрыве. Когда политики и вообще любое государство, оно всегда тяготеет к войне. То есть оно всегда находит в войне какой-то выигрыш. И это очень печально для нас, для всех, для обывателей, для людей, которые страдают от войны в первую очередь. Спасибо, я думаю, что на этом я сегодня завершу. Да, но тут интересно, что перевооружение немцев, да, на 500 миллиардов, к чему оно может привести? Вы представляете, перевооруженная армия через 5 лет немецкая, получившая новое количество солдат, новую технику, все остальное, и АФД, пришедшая к власти. Да. Не факт, что... Об этом говорят даже во Франции, ведь французы, не факт, что они всем понравится, чем это все может закончиться. И никто не знает, что куда пойдет вся эта армия. На Польшу, на Калининград, на Россию. Ну, лучше на Россию, конечно. И туда-сюда, по полякам туда-сюда. Но это дело такое.
Поэтому, а плюс Но ко всему, испугались после... пока, испугались ближайшие соседи. То есть ближайшие Италия, Франция испуганы в первую очередь такой перспективой. Потому что они рассчитывали на совместные действия. То есть у них же был план какой? Давайте скинемся вместе деньгами, сделаем некую унификацию и, наконец-то, разработаем единый план перевооружения всей Европы. То есть у всех будет одинаковое оружие, там, значит, одинаковые виды, системы и так далее. Немцы сказали, нет, у нас свои интересы. Так что тут, ну и плюс слова Трампа, когда он сказал, что Япония нас защищать не будет, и мы Японию тоже защищать не должны. Чем закончилось? Японцы перенесли ракеты поближе к Китаю. А теперь они поменяют конституцию и вернут себе армию. Нет, ну если все законы, ну договора после Второй мировой войны не работают, ну а что? Можно менять конституцию, можно вводить армию, можно устраивать. Япония вместе с Южной Кореей пойдет на Северную Корею, там, на Китай. Это же все очень плохо все закончится на самом деле. И никто не знает чем пока. Ну, пока у нас есть время до очередного витка войны большой. У нас... Хотя у нас нет времени, мы и так в войне живем. Поэтому... Тем более, вот я хочу обратить внимание. Смотрите, кто ведет переговоры о мире? Те, кто ночует в блиндаже или в окопах? Нет, те, кто ночует в пятизвездочных отелях в европейских гостиницах. Они не знают, что такое война. Понимаете, в истории человечества всегда было в ситуации, когда те люди, которые воюют, те, кто непосредственно стоит в этой грязи по пояс, они потом ведут переговоры о мире, зная прекрасно, что такое война. Они знают, они видели, как убивают их друзей. Они видели, как они делят там последний какой-то кусок хлеба или последние патроны и так далее. То есть они понимают, что такое война. А сейчас ведут переговоры о мире люди, которые ни малейшего представления не имеют о том, что это. Сознательно себя выпилили из этой угрозы, так сказать, и которые вообще теоретически только знакомы с тем, что там происходит. И вот такого абсурда в истории человечества, в общем-то, не было, потому что еще даже после Второй мировой войны в переговорах участвовали генералы, которые непосредственно воевали. Те, кто знал, что такое окружение, что такое сдача в плен там, и так далее. А вот эти ребята, которые сейчас сидят и говорят, мы тут переговоры ведем, они ни малейшего представления не имеют о том, что такое война. И это беда, это колоссальная беда для всех нас. Нам пишут, договоры работали, вам нравится, как они работают, глаза откроете. Да? Дело ж не в договорах и не в формальных подписанных бумагах, а правилах, которые принимались на определенном этапе. Поэтому, ну что, будем мы, наверное, сегодня заканчивать. Всем спасибо. Час проговорили, у нас время как раз уложились в формат, уложились в время, так что можем заканчивать. Всем спасибо, кто нас смотрел. Спасибо большое, Сергей. Встретимся с Сергеем через неделю. Да. Завтра утром Золотарева, к сожалению, не будет. Поэтому ждите следующей недели. Все, до встречи. Всем спасибо и пока. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии и можете покупать наш мейнкоин. Все, всем спасибо и пока.